Почему мы путешествуем? Что движет почти каждым человеком увидеть частицу другого мира? Возможно, совершенно не похожего на наш обыденный, привычный. Что это? Вечное стремление к познанию окружающего мира, ведущее начало с первых лет нашей жизни? Или просто хороший повод убежать от рутины? Понимание, что мир настолько большой, что мы не успеем узнать его таким, какой он есть на самом деле. А может, найти счастье возможности протоптать не 1 километр неизведанной земли под палящим солнцем или в сильный дождь, и быть вознагражденным потрясающими видами в конце пути. В этом ли та сама романтика приключений, которую мы себе представляем? А может, это отличный повод провести время наедине с собой, навести порядок в своих мыслях и начать новую страницу в своей жизни? А может, уникальная возможность провести незабываемое время с любимым человеком и просто насладиться прекрасным закатом, думая о том, что на другом конце земного шара тоже есть люди, которые только встречают это же солнце. Нас зовут Лёша и Ириша. Мы путешествуем, потому что не знаем другого способа, отвечающего на все эти вопросы. Иногда мы шутливо называем друг друга Орел и Иришка, как в одном тревел-шоу. Сейчас мы находимся на самом крупном острове Гавайских островов, также известный как Гавайи, или просто Большой остров. Гавайское утро. Выходишь утром на улицу и слышишь пение птиц. Мягкий солнечный свет и комфортная свежесть. На завтрак у тебя паке, традиционное гавайское блюдо из морепродуктов. И вдруг сразу так хочется схватить укулеле и спеть что-то на гавайском. Ой, ладно, если уже совсем стало понятно, что играть я не умею, так и быть. Укулеле тоже не мой. Да и кушал я не паке, а тайскую еду. Ну а что, помечтать нельзя? Добро пожаловать в историко-природный заповедник бухту Келакекуа. Добраться к ней можно только преодолев крутую каменистую тропу или по воде на каяке. Здесь когда-то были древние гавайские деревушки. Однако большую известность бухте принесла трагическая смерть Джеймса Кука, знаменитого английского мореплавателя и первооткрывателя Гавайских островов. В одном из очередных путешествий на Гавайи между Куком и местными жителями произошла стычка, в результате которой он был убит. Идя по старым тропам, невольно думаешь о том, что тут происходило почти 250 лет назад. Знакомо ли вам чувство этого легкого волнения, когда вы находитесь буквально на том самом месте? Сейчас немного напоминает о тех временах. Древние поселения были покинуты жителями. И только памятный обелиск, тихо стоящий в бухте, напоминает о драматичных событиях прошлого. Подождите, вы тоже их видели? Ну да, дикие козы. Это еще один живой памятник тех лет. Дело в том, что до Кука никаких коз на Гавайях не было. Он первым привез их сюда в качестве подарков местным жителям. Со временем козы сбежали в дикую природу и хорошенечко там обосновались. Потомков этих первых животных мы сегодня видим в окрестностях той самой бухты. Удивительно, но сколь трагично развернулась история для английского капитана, столь же красиво живописная эта бухта остается по сей день. Но что более всего удивительно здесь, то, чего уж точно не ожидаешь, глядя на спокойную водную гладь, так это местный подводный мир. Еще каких-то 3 часа назад мы были в самолете в мире людей, а теперь мы вместе, где все совсем по-другому. В этой экзотической среде размеренно живут самые разные морские обитатели. Причудливой формы кораллы, разноцветные рыбки, морские ежи и осьминоги. Все это биоразнообразие безумно притягивает и не отпускает. В наше время, когда человек очень активно влияет на экосистемы Земли, морские организмы сталкиваются с необходимостью ускоренного приспособления к быстро меняющейся среде обитания. Мировой океан постепенно теплеет. Очень хрупкие и чувствительные к определенной температуре коралловые рифы не смогут выжить при ощутимом превышении. Сейчас эти маленькие подводные леса нашей планеты – дом для четверти всех океанских подводных жителей. Кораллы имеют вполне конкретные требования к своей среде обитания. Вода должна быть теплой, насыщена полезными микроорганизмами, а лучи солнца должны доставать до их поверхности. И этот остров был выбран ими удачно для своего дома.
Окунемся еще в один прекрасный аквариум, который многие считают одним из лучших мест для плавания с маской на Большом острове. Пляж Two Steps, что значит две ступеньки. Забавное название идет от сходства со ступенями внешнего вида места, где ныряльщики заходят в воду. Спускаясь по каменистым уступам, они попадают в мир тропических красок. Наблюдать за всей этой красотой можно просто бесконечно. И только постепенно заходящее солнце напоминает о том, что нам, людям, пора возвращаться в свою среду обитания, на Землю. Я не могу поверить, что я это все. Я тоже в шоке, честно говоря, первый раз вообще снарклю. Мы на месте древней гавайской деревушки в историческом парке Колоко-Хонакахау. Когда-то здесь было большое и процветающее поселение гавайцев. Мы нашли здесь памятные сооружения, в числе которых рукотворные прудики. Здесь жители разводили рыбу. Остатки старого гавайского храма и конструкцию домика, где жители деревни держали свои каноэ. Оказывается, не только люди любят отдыхать на островах. Теплые воды Гавайев облюбовали для себя горбатые киты, как удобное место для выведения своего потомства в зимние периоды. В надежде на личную встречу с представителем одного из самых крупных млекопитающих в мире, мы отправились в плавание вдоль берега острова. К сожалению, наш энтузиазм немного поубавился, когда мы поняли, что сезон активности у китов, похоже, подходил к концу. А когда они узнали, что мы не National Geographic, так и вообще постеснялись сниматься в нашем фильме. Верите или нет, но мы их все-таки видели. Краткие моменты, которые так и не удалось поймать на камеру. Мама с малышом и еще один сопровождающий их кит. И мы такие голодные на зрелище. Смотри вот туда! Окруженный вереницей пальм, омываемый неспокойным океаном, на южном побережье расположился один из самых известных пляжей острова. Прославился он благодаря необычному цвету своего песка. Черный пляж Пуналуу. Каждая песчинка – это маленький кусочек раздробленной лавы, которая когда-то решила покинуть глубокие недра нашей Земли. Теперь вот греется на солнышке вместе с людьми и обжигает их голые пятки. В своей массе песчинки создают приятный на ощупь вулканический песок, рассматривать который одно большое удовольствие. Меня прямо затянуло. Пляж является любимым местом для отдыха для его местных обитателей. Зеленые морские черепахи очень любят проводить тут время. Лениво загорают себе на песочке. Кажется, ничто не может отвлечь их от своего черепашьего отпуска. Прибила волна. Окей, что вкусненького там? Черепашки эти довольно крупных размеров. В прошлом они становились легкой добычей людей, которые употребляли их мясо и яйца в пищу. За это они получили даже второе название – суповая черепаха. Сейчас этих животных наконец-то оставили в покое, и их вылов является незаконным. Белые песчаные пляжи, с которыми многие из нас ассоциируют Гавайи, не так сильно распространены на Большом острове. Да и честно, мы не очень расстраивались по этому поводу. Мы выросли, живя у моря, но чего мы там такого не видели? Но короткая остановка на пляже Хапуна за пару секунд полностью выветрила наше равнодушие. Мягкий белоснежный песок, лазурный цвет воды. Эта комбинация покоряет любое, даже каменное сердце. Пока не увидишь, сложно поверить, что не смотришь на картинку из фотошопа. Хотелось здесь остаться и забыться. Мне стоило очень больших трудов уговорить Иришку ехать дальше. Ну что, наш друг Гавайи, помнишь это место? Знакомы ли тебе эти размашистые зеленые долины,
крутые скалистые обрывы, уходящие в бушующие океаны, поросшие густой растительностью. Может, ты уже не помнишь вовсе, но здесь ты родился. Твой отец – вулкан Кахала, а мать – лава, когда-то сформировали эту древнейшую часть острова. Где-то здесь ты впервые вышел на поверхность Земли около миллиона лет назад. Сейчас это медитативное место, настоящие дикие Гавайи. Тут можно обрести абсолютное спокойствие и зарядиться особой энергией, которой обладает эта земля. И пусть вулкан уже давно заснул, и кипящая лава более не тревожит безмятежные холмы, ты по-прежнему растешь и взрослеешь. Водная эрозия, вызванная множественными речками и оседание земли, образовали со временем эти прекрасные долины и крутые скалы. Одна из которых то самое место, где мы с вами сейчас гуляем. Проезжая остров с севера на восток, нас встречали просторные луга и поля. Смотришь на всю эту бескрайнюю зелень, тебя наполняет чувство абсолютной свободы. Если бы не ужасно сильный ветер в тот день, можно было бы здесь подольше задержаться, полюбоваться на самую высокую вершину Гавайев, священную для коренных жителей гору Мауна-Кеа. Доброе утро, друзья! Ах, какой сон мне приснился накануне! Путешествуя по острову, мы не заметили, как наступили сумерки. Вдруг начался проливной дождь. Уставшие и промокшие до нитки, мы нашли домик в лесу. Дорожку к нему сопровождали мерцающие фонарики, приглашая нас, уставших и промокших, зайти в гости. Домик оказался очень уютным. Затерянный посреди тропического леса, электроэнергию он получал от солнца, а воду из дождя. Здесь совсем не было связи и интернета. Электричества хватало, чтобы осветить небольшую спальню на втором этаже. А всю ночь нас убаюкивал звук капель, стучащий по крыше. Не передать те волнительные ощущения, когда ты просыпаешься утром, слышишь щебетание птиц и понимаешь, что вся та красота, что ты видишь за окном, тебе не приснилась. Такое ощущение, что две стихии поделили остров между собой, и с тех пор соревнуются за звание самое. Солнце ушло на западное побережье и образовало там самое солнечное место на всех Гавайях. Дождь, похоже, так комфортно обосновался на восточной части острова, что даже поставил там рекорд. Теперь его резиденция претендует на одно из самых дождливых мест во всей Америке. Все, друзья, это конец нашим солнцезащитным очкам. Нас ждет увлекательная прогулка по совершенно другим Гавайям. Достаем зонтики и дождевики. Будет очень мокро. Здесь во всей красе раскинулись влажные тропические леса. Богатейшие по биоразнообразию, они являются домом для половины всех животных и растений на планете. Влагой здесь пропитано все, каждый кусочек на дереве, даже люди. Воздух комфортно теплый, ветра как будто нет. В какой-то момент привыкаешь к дождю и начинаешь его не замечать. Изюминкой этого леса является водопад Акака, один из самых высоких и красивых на Гавайях. Еще один водопад, борющийся за звание самого красивого на острове – Rainbow Falls. Свое современное название он получил благодаря радуге, которую здесь можно наблюдать солнечным утром. Древние гавайцы верили, что за потоками воды в пещере под скалой обитала богиня Луны. Во времена, когда Гавайи еще были независимым королевством, на северо-восточном побережье Большого острова существовало множество деревень, соединенных между собой только людскими тропами. К концу 19 века, когда здесь начало набирать популярность производство сахарного тростника, стало ясно, что узеньких тропинок, проходящих в густых тропических зарослях, оказалось просто недостаточно, чтобы обеспечить нормальное передвижение людей и грузов между деревнями. По маршрутам старых тропинок со временем здесь была построена первая дорога – Хайвей-Мамалахоа. Извиваясь среди пышной растительности, огибая ручьи и разрезая широкие поля, шла она вдоль побережья аж до северной деревни Уаймеа.
И вот прошло 130 лет. И сейчас старая дорога перестала играть ключевую роль в транспортном сообщении. Некоторые участки переоборудованы в современную поясную дорогу острова. Другие же части и вовсе теперь недоступны для человека. Этот живописный участок дороги, проходящий через дождевой лес, и по сей день радует ее гостей своей уединенностью и красотой. Тут можно не только проезжать на машине, но и делать пробежку, кататься на велосипеде. От дороги отходит тропа, ведущая на дикий берег океана. Будучи активным вулканическим островом, Гавайи является местом одного интересного природного феномена – лавовые туннели. Образованные во время вулканических извержений, текущей по земле лавы, они возникают, когда верхний слой потока лавы застывает, образуя твердую корочку. А нижний, по-прежнему горячий и жидкий слой, все еще продолжает течь и затвердевает позже. В отличие от пещер, которые формируются в течение сотен и даже тысяч лет, лавовые туннели возникают за несколько месяцев или даже дней. Пещера Каумана является одним из множества лавовых туннелей на острове. Ее длина составляет более 2 километров. Но это далеко не рекорд. Самый длинный подобный туннель в мире, пещера Казумура, также расположена на Большом острове. Только представьте, ее длина 60 километров. Проходящая через сердце Гавайского национального парка вулканов, эта извилистая дорога резко оставляет позади себя дождевой лес, открывая перед взглядом масштабные лавовые поля. Все это наследие вулкана Килауэа, самого активного вулкана на острове. За свое короткое существование дорогу заносила лава несколько раз, и каждый раз люди пытались ее восстановить. Меняли ее направление, расчищали занесенные лавой участки. Здесь мы неожиданно встретили местную нелетающую птичку Нене. Обитающая исключительно на Гавайях, в 20 веке она почти полностью вымерла в дикой природе. Сейчас ей всеми силами пытаются помочь восстановиться. Возле выхода к океану дорога упирается в тупик. Далее она не расчищена. В прошлом люди населяли эти земли веками. Стихия, когда-то создавшая Гавайские острова, продолжает активно действовать в этом регионе. Принося разрушение человеку, она не забывает и о своей созидательной силе. Потоки лавы, выливаясь в океан при извержении, регулярно формируют новые земли на острове. Всего чуть более полувека назад этот пейзаж выглядел совсем иначе. Покрытые лесом зеленые холмы уходили вглубь этого кратера на 250 метров, плавно переходя в пышную лесную долину. Все здесь изменилось раз и навсегда в 1959 году, когда тишину осеннего вечера вдруг нарушил оглушительный грохот. Люди вспоминали, что звук был похож на то, как будто раскаты грома и морской прибой ударили вместе. Будто вырвавшись из спячки, лава впервые за долгое время устремилась в небо над кратером Иики. Активно выбрасывая на поверхность расплавленные породы, она начала затапливать лес, быстро создавая на его месте горящее лавовое озеро. Извержение длилось 2 месяца. В пиковый момент струя лавы достигла высоты более половины километра, подарив человеческой памяти самое запоминающееся извержение вулкана на Гавайях в 20 веке. Наш герой, очевидно, еще не знает, что именно на этом месте находился основной разлом. На протяжении десятков лет озеро лавы медленно остывало и затвердевало. В его трещинах постепенно формируется новая растительность. В будущем именно она даст жизнь новому лесу, подобному тому, что скрылся здесь когда-то на большой глубине. На юге Большого острова есть одна уникальная достопримечательность – затерявшийся от глаз большой массы туристов зеленый пляж. Он удобно расположился в уединенно-скалистой бухте, которая, как и сам пляж, образовалась под воздействием вулкана 50 тысяч лет назад. В результате из недр земли на поверхность были подняты слои хризолита, полудрагоценного минерала оливкового цвета, который и дает пляжу его знаменитый оттенок.
Это один из 4 подобных пляжей в мире. 2 находятся на территории Америки, 2 других на Галапагосских островах и в Норвегии. Песок зеленого пляжа постепенно вымывается волнами и, согласно прогнозам ученых, может полностью исчезнуть в океане через 1,5 столетия. И даже если вы думаете, что уже видели все на острове Гавайи, у него есть в запасе сюрприз, который вряд ли оставит своих гостей равнодушными. Лучше всего это интересное явление можно увидеть ночью, отплыв на небольшое расстояние от берега и вооружившись маской и трубкой для плавания. Скаты манта – самый крупный представитель своего семейства. Первое впечатление для неподготовленного разума, когда опускаешь голову под воду, громадное морское чудовище движется прямо в твою сторону. Оно проплывает фактически в паре сантиметров от тебя, и ты вдруг понимаешь, что ты его значительно меньше. Ты вообще, кто ты такой? Какой-то маленький человек, который оказался в гостях у чужой для него стихии. Возникает ощущение, что оно собирается тебя таранить, и если ничего не предпринять, через пару секунд столкновения неизбежно. Интересно, что сколь велик размер этих скатов, столь же безобидным он является для человека. Лично мне все время казалось, что они мне улыбаются и демонстрируют, какие они грациозные. На самом деле все было еще проще. Скаты были заняты важным делом. У них был ужин. Яркий свет от наших прожекторов привлекал различную живность, которыми манты питаются. Плавая широко разъявленным ртом, они загоняют себе в рот мелкую рыбешку и планктон. Помогают им в этом плавники, растущие прямо из их головы. Совершая свой очередной пролет перед нашими восторженными лицами, они занимались совершенно обычным для них делом и не смущались нашего присутствия. Удивительно, живешь себе на земле, смотришь это видео, а прямо сейчас в какой-то части океана плавают диковинные манты, и все, что им нужно в данный момент для счастья, так это полный рот планктона. К вам тоже приходит ощущение, когда нужно уезжать из памятного путешествия, вы чувствуете, что будто бы подружились с этим местом. Будто не покидаешь его, а говоришь до скорой встречи своему вновь приобретенному другу. Где-то здесь вы топтали песок его диких пляжей, отдыхали в тени густых деревьев, пробовали местную кухню, познакомились с новыми людьми. Здесь осталась частичка тебя, но и с собой ты увозишь частичку этого места. Как настоящая крепкая дружба, она меняет тебя изнутри, делает счастливее. Возможно, в этом общий простой ответ на наш заглавный вопрос. Мы хотим путешествовать, потому что это делает нас счастливыми. На Гавайях. На Гавайях. Вот как выглядят Гавайи. Люди думают, что Гавайи это пески, прозрачная водичка, рыбки. Вот они Гавайи. Мокрые, облачные. Но было прикольно, мы ходили на вулкан.